Итак, всем привет, ребят! Вот он и наступил, наш долгожданный 2025 год. Мы уже все его встретили, отметили на календаре, и хотелось бы немножко поделиться своими ощущениями от этого года. Я понимаю, что, в принципе, вот эта цифра, там, 31 декабря, 1 января, она, что-то такое нам кажется, да, что-то внутри, что, это год, да, другой год. Но, по сути, прошел один день, и говорить о каких-то там явных изменениях, сильных изменениях, или что вот перелом какой-то прям случился, на самом деле рано, потому что мы понимаем, что время, вот так не работает, то есть это не что-то такое, что вот было сегодня, там, допустим, и будет завтра, и бах, вот прям вот это что-то будет там перелом. Конечно, в истории случаются такие вещи, когда один день может стать каким-то настолько переломным, что он может изменить ход времени кардинальным образом, но если мы возьмем в целом, то время, оно по большей степени, оно как река, да, такая. Вообще, сравнивая время и течение материи, я очень часто сравниваю движение энергии, движение материи с некой водой, которая движется по определенному руслу реки. И у реки есть некое такое статичное состояние движения, которое не зависит от времен года, грубо говоря, или конкретной даты и цифры. То есть что-то только глобальное может на это повлиять. Там типа плотины прорваны или еще чего-то. Но сейчас мы не об этом и не о реке я хотела с вами поговорить, а хотела поговорить вообще о новостях, о каких-то своих ощущениях, которые я чувствую, находясь вот в этом 2025 году. И также меня оглянулась такая интересная тема про, некие новости. Вообще новости, которые происходят вокруг нас, и на акценте некого внимания нашего к происходящим вокруг нас событиям. А именно, наверное, то, что нам всем хотелось бы таких, знаете, видимых изменений, чтобы мы там прям опаньки, вот он там прошел какой-то период, и мы можем сказать, что вот там столько вот видимых, хороших там прям новостей произошло в мире, что вот мы видим, что мир действительно движется куда-то в хорошую сторону, да, что вот мы можем показать на что-то вот физическое, сказать, вот же оно, да, вот оно двигается куда-то в каком-то качественном, хорошем, светлом направлении, в светлое будущее, как говорится. Но зачастую, когда мы открываем новости и начинаем там смотреть, да, что-нибудь, мы видим в основном новости какие-то, типа, там что-то где-то взорвалось, кого-то там убили, что-то там еще произошло, какая-то смена режимов, власти, все везде плохо, тут течет, там стреляют, тут вообще что-то непомерное, там пожары, тут наводнение, и все везде вот вообще инфополе, оно насыщено и даже где-то присыщено вот этим всем, и когда ты начинаешь заходить в это инфополе, смотреть на это все, и ты такой думаешь, так, мы же должны идти в светлое будущее, а что-то вокруг я этого светлого будущего не вижу, потому что все катится в какие-то тартарары непонятные. И знаете, мы даже с командой, вот с ребятами, которые тоже помогают мне вести мой YouTube, в плане помогают мне с оформлением и вот с видеорядом, которым вы любуетесь на каждом видео, также с оформлением различных картинок, публикациями, постами и так далее. Так вот, мы с ними как-то думали в Телеграме, где я как раз-таки часто делюсь новостями какими-то полезными, на которые стоит обратить внимание, а также комментирую, да, свой взгляд на эти новости, поэтому, кому интересно, подписывайтесь на Телеграм. Там мы решили, что вот все новости, вот как в инфополе не зайдешь, вот все о чем-то плохом вот таком, да, кто что-то где-то взрывается, где-то что-то это, и как-то было предложение от одного из участников, что давайте, попробуем какие-то хорошие новости поискать, должны же быть хорошие новости в инфопространстве, вообще СМИ.
которые транслируются в мир. И знаете, каково было наше удивление, когда мы на запрос «хорошие новости» или что-то типа того нашли только новости о том, что панда родила в зоопарке, там, допустим, медвежонка. Все. На этом хорошие новости в мире заканчиваются. То есть реально хорошие новости в основном о том, что в зоопарке там родился новый какой-то детеныш-звереныш, и все. И я такая думаю, ну неужели нет в мире хороших новостей? И знаете, когда мы начали думать в этом направлении, я начала сама думать, да, а где же эти хорошие новости? А что же вообще с ними происходит и почему мы их как-то не замечаем? И вообще, существуют ли они? Так вот, я вспомнила в свое время, что даже был эксперимент, делали какое-то телевидение хороших новостей, да, которое очень быстро закрылось, потому что не пользовалось спросом. Почему? Потому что акцент нашего внимания зачастую мы уделяем каким-то плохим, негативным событиям, чему-то такому, где действительно что-то взрывается, какие-то пожары, что-то вот негативное. И мы на этот негатив очень много внимания акцентируем, и нам кажется, что весь мир действительно, он идет куда-то в пропасть, что все плохо, что все уходит во что-то плохое, негативное, и мы живем вот в этом постоянном негативном надрыве каком-то. И я на своем канале, наверное, знаете, вот даже в Телеграме, я бы могла просто кучу вываливать новостей, как делают многие новостные паблики, где вот действительно ты туда заходишь, через час у тебя такое гнетущее ощущение после чтения этого всего, что все, остановите землю, я сойду. И мне не хочется такого устраивать, потому что на самом деле мне нравится сама концепция моего канала в том, что когда люди заходят на мой канал, слушают мои ролики, слушают новости, да, читают, которые я публикую, какие-то слушают стримы, да, которые я веду в Солнечном клубе, здесь на Ютубе, на Бусти, и все, что по большей степени они заряжаются действительно верой в светлое будущее. То есть говорить чаще о хорошем, не игнорируя, да, вот не уходя в аспект того, что мы видим только розовых пони, нет, но все-таки видеть со всех сторон мир, да, рассматривать. И если мы говорим о том, как нам с вами двигаться дальше в 2025 году, то нам нужно спектр своего внимания перенаправлять, учиться перенаправлять с чего-то плохого, что происходит с нами, да, в то, что нам это может дать, что хорошего вообще происходит с нами вокруг. То есть акцентировать внимание не только на чем-то плохом, но и на хорошем. К примеру, я могу, допустим, рассказать про свой 24-й год. У нас вот в клубе недавно проходило тоже предновогоднее такое событие, мы делились, это был стрим, где мы делились, говорила не только я, говорили другие ребята, делились своими успехами. Мы можем сказать, что наш путь к чему-то хорошему, наш путь к каким-то глобальным, именно хорошим переменам в своей жизни иногда начинается с каких-то неких потрясений тоже в том числе. Допустим, у меня вот 2024 год, он был реально переломным. Я, наверное, вот сколько веду свой канал, я могу сказать, что у меня переломных моментов, которые привели меня к чему-то хорошему, но на грани, когда они случались, казались какой-то катастрофой, было просто множество. И в этот момент, когда они случались со мной, я думала, почему это произошло, то есть что мне нужно изменить вообще в представлении своем, да, о происходящем, чтобы больше такого со мной не случалось. Почему эти события произошли, что способствовало тому, чтобы они произошли, да, и это не с точки зрения, что со мной что-то не так, или что я какая-то, наверное, не такая, поэтому со мной такое происходит, а именно в том, что какие событийные ряды, какие мои отношения в жизни, да, к тем или иным вещам и событиям привели меня в эту точку. И знаете, я не просто так, наверное, вот начала весь этот разговор, потому что я не знаю, как у вас на самом деле, да, сейчас, но вот у меня реально я прям чувствую очень такое ускорение
Ну, не в плане каких-то энергий, не в плане моей там работы, не в плане еще чего-то. Вот где-то даже наоборот, какие-то творческие там моменты и начинания, они как бы немножко ушли на второй план, а в первую очередь это всплыло именно проработка и избавление от какой-то вот этой шелухи программ, да, которые были вложены в подсознание, вложены внутрь, да, которые даже, казалось бы, я никогда не думала, что такое там может отложиться где-то на подкорке мозга в течение жизни, то есть именно те программы, которые темные здесь усиленно, начиная с младенчества, пытаются в нас впихнуть, чтобы мы не смогли реализоваться здесь в свою полную силу. И сейчас вот ноябрь, декабрь, это были очень-очень какие-то такие именно по скорости проработки каких-то вот внутренних вот этих вот блоков, они были чем-то потрясающим, потому что, с одной стороны, я вот была как при распаковках, знаете, я вам как-то рассказывала, когда у меня вот распаковка информации какой-то шла, что про матрицу, вот есть у меня серия роликов, да, где я рассматриваю вот эту масонскую пирамиду, всю в расчетах даю вам, показываю, что вот они эти цифры все, вот все, что оно есть, оно не скрывается, вот она вся матрица темных, в которой мы живем, да, и там даю ответы на многие вопросы. То есть, причем тут геометрия, та же самая часы, циферблат, которым мы пользуемся, все вот эти 33 градуса и прочее, я все это даю в расчетах. Так вот, когда у меня шли вот подобные распаковки какие-то, все, у меня просто вот голова, мне казалось иногда, что у меня просто мозг не выдержит вот тех знаний, тех вот этих откровений, которые идут просто с души, да, то есть это память души, это понимание души, это знания души, которые есть вот у меня, и мне казалось, что мозг просто не сможет обработать такое количество информации, потому что тело, оно все равно имеет свои ограничения. И тут вот примерно то же самое, потому что я понимаю, что у души есть огромный потенциал, и мозг просто, он вот такое ощущение взрывается от того, что с какой скоростью ему просто приходится вот перерабатывать всю ту информацию, которую он перерабатывал в течение жизни. То есть он накопил в течение жизни огромное количество вот такого информационного мусора, в том числе темного, и просто с какой скоростью ему приходится весь этот мусор перепрограммировать, то есть вот я даже не знаю, почему слово перепрограммировать, то есть переписывать вообще все, да, внутри, для того, чтобы действительно полная вот эта синхронизация пришла именно тела, души и сознания, потому что в какой-то момент я поняла, что несмотря на то, что я, как бы вот мое сознание является полностью копией, да, зеркальным отражением моей души, то есть новым отпечатком, слепком сознания души, но тем не менее вот эта вот информационная грязь, которая льется на нас со всех сторон, в том числе через вот такой вот огромнейший негативный вот этот поток информации, который летит на нас со всех сторон, его просто вот эту всю шелуху необходимо вот из себя извергнуть, грубо говоря. И все это переписать, переработать, переосознать. И это такие процессы, которые не происходят за 1-2 дня. Это такой процесс, который где-то длительный, а где-то вот такой вот сверхбыстрый, от которого просто кажется, что лопается голова. Но я чувствую, что эти процессы происходят именно на уровне энергии. Именно не только там моей внутренней какой-то, вот, моих внутренних процессов, да, работы моей души именно в этом воплощении, но и на уровне того, что именно энергия истока, про которого мы с вами здесь очень много говорим, и я в том числе сказала, да, вам говорила, что исток пробудился, сейчас эти энергии начнут усиливаться, сейчас истинные энергии этого мира начнут наконец-то вставать, да, начнут наконец-то заполнять пространство все больше и больше, и как раз-таки они начнут это делать вроде с одной стороны, с усиленном, ускоренном режиме, да, а с другой стороны, все-таки это не будет, вот знаете, щелчок пальцев, где раз и переключение какое-то сработало, и все сразу зажили долго и счастливо, потому что вот, смотря вот даже на те процессы, которые сейчас происходят со мной, вот это вот именно быстрота, да, вот это вот перезаписывание, переосознание вот этой вот информации, которая
в течение жизни мозг обрабатывал. То есть я понимаю, что это тоже процесс некий синхронизации, первичной, да, синхронизации с вот этими новыми энергиями, потому что находясь вот в таких программах, находясь в таких пониманиях, вот этих где-то негативных восприятиях, где-то искаженных восприятиях, да, именно информационного потока, который где-то засел там на подкорке, так или иначе, ты даже не знал, что вот эти программы там где-то там на уровне тела, да, в тебя вот как во флешку вставили, да, просто запустили, где-то, мне кажется, и на уровне генома, но я уже говорила, что был момент, когда нам геном переделывали здесь, то есть какие-то вот эти негативные программы, да, нам записали на уровне генома какую-то поломку основную, через которую они потом вообще все вот эти негативные программы записывали, ну а какие-то через вот эти социальные моменты, через фильмы, музыку, там, сериалы, все. Это не значит, что мы их должны совсем не смотреть. У меня тоже много про это есть, как обезопасить себя при просмотре вот таких вот явных, да, с подтекстом каких-то произведений. Вот, смотреть это все через фильтры, но здесь вот именно то, что как бы очистка какая-то такая идет, знаете, некий детокс такой организма, но он идет не такой детокс, как мы там привыкли, да, очистка кишечника, грубо говоря, но это вот очистка кишечника, только это идет какая-то информационная очистка. То есть как будто организм очищается на всех уровнях, и это происходит именно плюсом, да, не только внутренние процессы, но и под воздействием вот этих энергий, то есть эти энергии запускают эти процессы, помогают этим процессам происходить вокруг. Я также разговаривала с многими ребятами, многими людьми, которые тоже почувствовали вот в себе, что как будто под конец года и как будто вот сейчас какое-то такое время, когда действительно, то есть сама энергия, сама атмосфера, грубо говоря, да, вот само пространство способствует вот какому-то такому вот переосмыслению, перекодированию информации, да, детоксу вот этому информационного мусора, который нам вложили в голову. И это, конечно же, не может не радовать, потому что это такое очень благодатное время, благодатная почва, да, есть благодатные энергии для того, чтобы многим людям начать задумываться вообще о своей жизни, о смысле этой жизни и о том, чтобы начать работать над собой. То есть это не просто, вот я вам раньше рассказывала, да, что будет такое время, когда вот почва просто под ногами начнет у людей как бы уходить, вот все старые устои, то есть они будут выходить из зоны комфорта, их будут выводить, то, что оставаться вот в этой зоне комфорта уже не получится, то есть их будут вот прям вот вытряхивать из этой зоны комфорта. Но также мы можем видеть, что вот те энергии, которые сейчас приходят, они способствуют не только вытряхиванию человека из зоны комфорта, но и поддерживающие, да, восстанавливающие системы, то есть запускающие процессы и такие исцеляющие, да, энергии для того, чтобы способствовать его именно взрослению, росту, да, переосмыслению, то есть и перекодированию, вот это избавление, детоксикация от этого всего, от этой темной матрицы. Здесь в первую очередь, конечно же, мы говорим это, что эти процессы, которые происходят, и вот эти энергии, которые пришли сейчас, это энергии, которые способствуют избавлению и выходу человечества, я даже не скажу конкретно там каких-то людей, человечества из этой темной матрицы, как бы смыв, да, такой вот волна этой энергии, которая именно как вот волна смыва, перепрограммирования какого-то на уровне именно вот каких-то энергий мироздания, знаете, вот хочется сказать слово божественных, я не люблю это слово, но вот каких-то именно основных, прям вот ощущение такое, это какие-то самые-самые вот кодовая основа, знаете, вот как есть такое понятие в программировании, как исходный программный код. Вот
Вот знаете, это прям самый-самый вот основной программный код, на котором потом все строится, да, это какой-то базовый программный код, прям самый-самый вот, самая основа, самый, не знаю, каркас, на котором потом все остальное вот налеплено, ствол вот этого дерева, вот как будто вот этот программный код на каких-то первоисходных вот этих вот кодах, то есть что-то переписывается, что-то перезаписывается для того, чтобы вот все можно было переписать, то есть всю вот эту матрицу, которая вирусом просто налипла в нашу систему, его вытравить, этот вирус, убрать. Это как, знаете, может быть, кто-то сталкивался, вот почему-то сейчас образ пришел, я его скажу. Кто-нибудь сталкивался с таким, что когда вот есть система Windows, да, на вашем компьютере, и туда проникает какой-нибудь такой вирус неприятный, например, вот были там раньше вирусы-плагины, знаете, когда ты там открываешь, допустим, компьютер, и там плагин на пол экрана с какой-нибудь рекламой, и ты это потом никуда не можешь убрать, и вот просто ты ничего не можешь открыть, ничего, и вот этот плагин поверх экрана, и все, да, то есть это вот такой вирус, который вторгся в систему и в этой системе паразитирует. Так вот, если взять подобное сравнение, то, знаете, вот то, что сейчас будет происходить по энергиям мира, да, это как такое своеобразное, даже не перезагрузка системы, а откат. Знаете, вот как вот эти плагины убирали, то есть брали и систему как бы откатывали к какой-то точке восстановления, то есть была какая-то точка восстановления в системе, да, записано, что вот можно вернуться к этой точке восстановления, и там все будет окей. И вот здесь что-то подобное, то есть это как какой-то вот, именно как возврат, как какой-то откат, как какая-то вот такая вот именно процедура запущена на уровне энергии мира самого, прям на самом-самом первоначальном исходном коде. И я думаю, что уже какие-то глобальные изменения будут происходить в скором времени касаемо всего мира. Прям вот какие-то очень глобальные изменения. Но, знаете, когда я их чувствую, я не чувствую, что они пройдут тут прям легко, без задоринки и все. По-разному будет. Вот для каждого человека будет по-разному. Я уже говорила до этого, что вот у кого стакан был наполовину пуст, да, он совсем опустеет. А у кого он был наполовину полон, он наполнится. И это я говорю не о каких-то физических, да, моментах, что вот у кого там было богатство, он там приумножит, а кто был бедный, прибеднеет. Нет, здесь больше говорится о каких-то моральных качествах. То есть именно то, на что направлен спектр нашего внимания, то, как раз с чего я начинала этот ролик. То есть то, куда мы смотрим. Наш стакан наполовину пуст, это когда мы смотрим, и мы видим только все плохо, то есть мир катится в бездну. И у кого мир будет катиться в бездну, он и покатится в эту бездну вместе, да, с вот этим вниманием, то есть потому что намерение, как я уже говорила, будет работать быстрее, но здесь эти процессы, он как бы попадет под волну, да, под удар этих энергий где-то. А тот, кто все-таки пойдет на моменты переосмысления, на моменты развязывания узлов, на моменты именно синхронизации с этой новой энергией, с этими новыми, я не знаю, хочется сказать, знаниями, да, которые будут запускаться в мире, то есть приходить обратно, возвращаться, да, энергия, знания, ощущения, те как раз-таки попадут на волну этой энергии, да, которая как раз-таки позволит им подняться, исцелиться и позволит очень большую точку роста внутреннего обрести, потому что то, что сейчас происходит, это, конечно, в неком роде даже какие-то единичные такие моменты во Вселенной, то есть это ситуации уникальнейшего опыта, которые могут получить души вот только здесь и сейчас, находясь вот конкретно в воплощении в этом мире. И еще тоже вот были моменты, которые я приходила недавно, что для того, чтобы построить что-то новое, иногда нужно разрушить старое, да. Старое — это не значит, что это разрушение чего-то, прям полный апокалипсис или еще что-то. Этого хотели бы темные. Как раз-таки это они желают полного разрушения без того, чтобы построить что-то новое. Но здесь больше говорится о разрушении старых устоев, о разрушении каких-то старых программ, старых вот этих вот плагинов, которые, да, здесь вирусно размножались просто по всем системам мира, которые не давали нам
конкретно вот пользоваться, да, всеми возможностями, не только там своего тела, но и возможностями этого мира, возможностями собственной души, да, возможностями собственного намерения, то есть собственными силами, силой воли своей в том числе, да, не давали нам осознать себя в первую очередь, что, конечно же, самое, наверное, важное — понять, кто ты, да, что ты, зачем ты, почему ты, вот, чтобы вернуться к самим себе. И я, во-первых, хочу, наверное, пожелать, вот, есть у меня такое сейчас желание пожелать всем и каждому человеку в этом мире в 2025 году обрести себя настоящего, увидеть себя настоящего, увидеть, кто вы, зачем вы сюда пришли, и ответить на самый важный вопрос: а какой я на самом деле? Кто я на самом деле? Потому что на нас, на всех здесь система напялила роли и маски, которые мы должны были отыгрывать в темной матрице. И именно слом этих ролей или масок, именно смытие вот этих программ всех, да, и ответ на самый главный вопрос: кто я, и что я здесь делаю, и что я пришел, он дает нам понимание того, куда я хочу прийти, и чего я хочу здесь, да, зачем я пришел в этот мир, и для чего я в этом мире существую, для каких целей я сюда пришел, и что я хочу здесь реализовать. И это, наверное, тоже одно из самых главных вещей для понимания самого себя и понимания своей настоящей истинной роли в этом мире, да, своего истинного предназначения и своего истинного масштаба, которым человек является. И на самом деле в нас начинают только вгонять страхи. Нам этот страх внушают, что не надо смотреть туда, потому что там, а вдруг ты на самом деле там никто, или там какой-то не такой, как ты ожидаешь, или ты какой-то маленький окажешься, еще что-то, все. Но знаете, я думаю, что если бы все было на самом деле так, если бы эти страхи были на самом деле обоснованными, то ответьте на один вопрос: а зачем им тогда делать все? Вот просто все для того, чтобы мы никогда не осознали себя. Почему они так этого боятся? Разве можно бояться такое слабое, беззащитное и ужасное существо, да, коим они хотят, чтобы мы боялись, что мы такими являемся? Разве можно таких бояться? Нет. Бояться можно только чего-то сверхсильного, того, что может разрушить все, что они тут понастроили. Только вот этого можно бояться. Только вот такой вот сверхсилы, разрушительной сверхсилы, которая может уничтожить все их вот эти темные программы, матрицы. И все, что они здесь настроили, только вот таких можно бояться. Поэтому, ребята, на самом деле мы должны понять, что внутри нас вот такая сила. И они хотят сделать все для того, чтобы мы эту силу в себе не увидели и боялись, более того, боялись эту силу обрести. Осознавайте себя, станьте теми, кто вы есть на самом деле. И пусть эти энергии, новые энергии, которые пришли сейчас и несут в этот мир абсолютно другое понимание человека о себе, помогли вам узнать самый главный ответ на вопрос: а кто же вы на самом деле? Ну а я вас всех люблю, обнимаю. Ваша Надежда Солнечная. Всем пока.